Друзья, всем привет! Рядом со мной находится Саша, новый игрок новой команды Infinity Crisis. И сейчас он расскажет нам побольше о команде, о том, как он попал в команду и, собственно, о самой игре. Привет, Саш! Привет. А, Давай начнем с банального. Расскажи о ваших, ну, конкретно твоих ощущениях, когда ты узнал, что ты будешь играть в Нави. Ну, был так, что мы играли в Лигу Легенд на Старладере. Потом, мы выступили не очень хорошо. Мне Тават написал, типа, Джутсо, что ты тратишь свое время? Ну, я тратил 3 года примерно на Лигу. Думал, что добьюсь что-то. И мне Тават пишет и говорит, что ты тратишь свое время? Приходи к нам, и у тебя будет шанс поиграть в Нави. Ну, я сначала не хотел, а потом думаю, да ё-моё, ты ж Нави. Конечно, ну и пошел, и так начали играть. То есть тебя пригласили в команду, а ты еще не знал, что это за игра, или как произошло? Нет, я сыграл, может, когда еще была закрытая бета, я сказал, что это полный трэш. Это вообще не игра, я перестал играть. Потом мне Тават написал еще раз уже через год. Сказал, чувак, ты можешь играть в Нави. Я сказал, ладно. Тави — это капитан команды вашей, да? Тават, да, это капитан команды. А, хорошо, расскажи чуть подробнее о самой игре. Чем она тебя все-таки после первого впечатления переубедила? Как она сейчас? В чем заключается ее суть, в принципе? Ну, давай с этого начнем. Ну, Infinite Crisis это то же самое, что Dota 2 и Лига Легенд. Там 3 лайн, надо уничтожить главное здание, да. Чем игра поразила? Наверное, учитывая то, что навряд ли сейчас что-то новое можно придумать в моба-играх, потому что уже много что есть, но Infinite Crisis, в этой игре есть что-то такое, что действительно нет других, да, там надо, то есть отключение от таверов, да, там емпы надо забирать, дропы кидать, там спид на здоровье, то есть вот это прикольно сделано. Ну и супергерой DC. А что скажешь непосредственно о вашей команде, об этих игроках? То есть тебя просто пригласили, но как собиралась в целом команда, ты знаешь? Вообще я знал Зармония, да, это наш мидлейнер. Мы с ним играли в Лигу Легенд, и у нас были очень большие шансы играть на высоком уровне. Мы даже играли уже Challenger Series, то есть у нас было хорошо. Но Тават его как-то раз позвал тоже в Infinite Crisis, он нас бросил, и все. И так мы остались без Зармонии. Endless я тоже очень хорошо знаем, он играл в Лиге Легенд, мы тоже играли в одной команде. Он был на роли Адекири. Тоже хорошо. На ланы с ним очень часто ездили по Эстонии. Его тоже Тават переманил. Лафи я не знаю, но он неплохой игрок. И Тават я тоже знал. Мы с Лиги Легенд тоже, он был всегда саппортом. Вот, ну, как бы я всех знаю, кроме Лафи, нашего топера. Так, ребят хорошие. Вот говоря о том, как развивается игра, какое ты видишь у нее будущее? Как ты думаешь, добьется она таких результатов, как тот же LoL или Dota 2? Честно. Сложно. Я думаю, конечно, нет, потому что, если сейчас, можно сказать, в Доте уже 10 миллионов почти, да? А в Лиге тоже есть свой World Championship, да? Ну, там, конечно, меньше призовой фонд, но есть. Но если так брать тот факт, что это Warner Brothers, у которой, по-моему, деньги вообще не кончаются, да, то, может быть, что-то и будет на уровне, там, как Counter-Strike, допустим, да, по 50, по 30 тысяч призовых. Думаю, она никогда не взлетит там до высокого. Возможно, топ-3 мобы, возможно, будет, да. Ну вот вы все, в принципе, должны играть на одном уровне во все три игры. В Infinity Crisis, в Dota, в LoL, или нет? Нет, я думаю, ну, в Лигу я играл, я считаю, очень неплохо, да. В Infinite Crisis хорошо. В Доту я поиграл, наверное, 2 игры, я понял, что это, наверное, самая сложная игра, что я играл. Я не знаю почему, но просто сложно. Мне очень сложно, потому что там надо и своих крипов динать, да, и чужих стараться добивать. То есть такое. Я очень сложная игра, я считаю. И поэтому я сыграл игры 2 и больше даже не пытался. А какие у тебя конкретно и у команды планы на ближайшие турниры, где вы будете участвовать? Что ты знаешь вообще о будущем вашей команды? Ну, сейчас мы завтра играем DreamHack, у нас 6 игр и призовой фонд 12 тысяч. То есть это шоу-матч. Это шоу-матч, да, 2 команды, и призовой фонд очень хороший, я считаю, для 2 команд. В августе, по-моему, 13 августа,
4 команды, которые занимают на ESL, первые 4 команды, едут на Gamescom. Но мы уже на первом месте, и нас уже перегнать невозможно. Поэтому, получается, мы на Gamescom должны ехать. А дальше, не знаю, я знаю, что в сентябре будет PAX, но он в Америке, мы навряд ли поедем, потому что ну, у нас учится Endless, Harmonia учится. И зимой, возможно, будет зимний DreamHack. А по призовым, вот шоу-матч, 12 тысяч, ты сказал призовой, что будет на Gamescom? Я знаю, что на Gamescom будет 10 тысяч призовой фонд, но там будет такая система, что 4 команды с Европы едут и 4 команды с Америки. У них тоже свой ESL, и они едут. Но есть инсайд-инфа, что, возможно, за первое место еще будут подарки, и очень крупные подарки. Я не знаю, что. Ну, посмотрим. А как ты видишь развитие непосредственно вот игры с вашим участием? Будете ли вы стримить, будете ли вы создавать различные гайды по героям? Ну, что вообще ожидать комьюнити? Ну, стримим, я стримлю очень часто, и Зармани стримит очень часто, нас можно найти на Твиче. Гайды, ну, у нас есть, да, мы пишем гайды, у меня есть уже гайд, но он, правда, еще нет, он обрабатывается. Гайд будет для новичков, как начинать в Infinite Crisis. А так, да, конечно, мы всегда рады помочь игрокам, потому что игра сейчас очень, она, во-первых, бета, и очень мало игроков. Иногда ты должен искать игру по 50 минут, и это напрягает иногда. А так, да, всегда поможем. То есть сейчас вам действительно не с кем тренироваться, да? Только Dignitas, но у нас с ними не очень хорошие отношения. То есть такие, они ведут себя не очень красиво. Почему? Ну, много о себе думают, хотя, я не знаю, мы их выигрывали месяца 2-3 подряд, да, потом мы проиграли Monthly Final, поскольку у нас было две замены, и на второй игре мне кажется, меня задедосили, но я не буду ничего говорить, просто ДЦ получил, хотя интернет был, я не знаю. А последний Go for России мы опять их выиграли. Я думаю, у нас большие шансы выиграть их здесь. И они постоянно, ну, они такие, я думаю, они как флеймят нас постоянно, я не знаю. Я с ним не очень общаюсь, мне не интересно. А так, на данный момент только они есть, то есть две команды, которые очень сильные, и две команды, то есть третье, четвертое место, у них нет ни единого шанса против нас. То есть и против Dignitas. То есть такой, как бы, небаланс такой. То есть у вас такой закрытый топ-2. Наверное, да, все-таки да. А почему так мало команд? Просто из-за того, что дисциплина новая, ну, мне кажется, должно быть все-таки побольше. Или мало команд, которые играют на хорошем уровне, а на самом деле команд достаточно много? Ну, на ESL всегда собираются по 10-12 команд, но, конечно, их уровень не такой. То есть всегда, если смотреть, потом мы всегда по сетке верхней идем, да, а Dignitas внизу, и мы всегда в финале с ними. То есть никогда не бывает по-другому. И есть, ну, там мой хороший друг играет в топ-3 сейчас в команде, но мы когда с ними скримимся, конечно, им очень сложно. Я думаю, то, что, ну, хотя не знаю, игра бета, да, возможно, когда будет открытая уже игра, может что-то будет. Я пока не знаю. Хорошо, Саш, спасибо тебе большое за интервью. Это был Саша. Как твой ник? Джутсо. Джутсо, новый игрок новой команды Нави. До скорого.